Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Удивительное ли это совпадение, что многие из нас чувствуют, что их жизнь могла бы быть ярче, полнее и более успешной? Ответ прост. Возможно, вы не используете все те астрологические тайны, которые скрыты прямо перед вами. Задумывались ли вы, что за каждым действием, каждым выбором и каждым решением стоит влияние невидимых космических сил? Сегодня мы поговорим о знаке зодиака, который всегда манил своей уникальностью, неординарностью и таинственной силой, о Водолее. Этот знак не похож на остальные, его энергия и вибрации настолько мощные, что они способны перевернуть судьбы. Водолеи – это носители идей, инноваторы, реформаторы. Они способны менять не только свою жизнь, но и мир вокруг. Но как именно астрология может раскрыть вам секреты этого знака и направить его скрытую силу на достижение успеха? Как понимание движущих планет и кармических законов поможет вам раскрыть свой потенциал и стать тем, кем вы всегда мечтали быть? В этом ролике мы откроем перед вами тайны, которые не покидают страницы древних астрологических трактатов. Узнайте, какие планеты влияют на вашу судьбу, как раскрыть свои таланты и как использовать астрологию для процветания и успеха. Готовы ли вы к этому путешествию? Если да, продолжайте смотреть и открывайте новые горизонты своей жизни вместе с нами на канале Астрология Мудрости. Водолей – один из самых загадочных знаков зодиака. Его природа, как и сам элемент воздуха, легка и стремительна. Порой она может показаться непредсказуемой и непостижимой для окружающих. Но именно в этом и скрыта его сила. Водолей не любит жить по стандартам, не боится нарушать правила и идти против течения. Он всегда ищет новые идеи, новые возможности, что делает его прирожденным инноватором, который способен взглянуть на мир под другим углом. Но как же Водолей может использовать эти качества для личного роста и процветания? В этом вопросе астрология и кармические законы играют ключевую роль. Чтобы разобраться, стоит начать с планет, которые играют важнейшую роль в жизни этого знака. Главной планетой Водолея является Уран, планета революций, изменений и нестандартного мышления. Уран дарует Водолеям способность мыслить вне рамок, не бояться перемен и искать решения там, где другие видят лишь препятствия. Эта планета словно отправляет Водолеев в неизведанные миры, заставляя их открывать новые горизонты в науке, искусстве и даже в социальной жизни. Но в то же время Уран может быть непредсказуемым и даже разрушительным, и иногда он врывается в жизнь Водолея в самый неожиданный момент. Это как мощная буря, которая рушит старые формы и открывает путь для нового. Водолеи могут переживать внезапные изменения в жизни, такие как смена работы, новых друзей или даже кардинальные перемены в мировоззрении. Но именно эти перемены дают им возможность быть не только успешными, но и становиться лидерами своего времени. Важно понять, как использовать влияние Урана на свою жизнь, чтобы прийти к успеху. Водолеи должны научиться принимать нестабильность как часть своего пути и находить в ней возможность для роста. Но кроме Урана на Водолея оказывает влияние и другая важная планета – Сатурн. Сатурн – это планета дисциплины, ответственности и структуры. Это он помогает Водолею сохранять баланс между свободой и обязанностями. Уран и Сатурн в жизни Водолея взаимодействуют, словно две противоположности. Уран приносит порыв и новаторство, а Сатурн – стабильность и силу воли. Благодаря Сатурну Водолеи могут научиться преодолевать трудности и делать практическими свои самые необычные идеи. Но важно помнить, что Сатурн также символизирует кармические уроки, которые требуют от Водолея упорства и терпения. Чтобы получить от жизни все, что вы хотите, Водолеям необходимо научиться сочетать свободу и дисциплину, интуицию и практичность. Это искусство баланса, которое нужно осваивать шаг за шагом. Нумерология Водолея также играет свою важную роль. Число, которое связано с этим знаком, 4. Это число символизирует стабильность, надежность и системность. Оно учит Водолеев находить баланс между мечтаниями и реальностью, помогает делать их идеи практичными и осуществимыми. Однако сама природа Водолея часто стремится к свободе и нестандартному подходу. Здесь и возникает внутренний конфликт, как быть одновременно оригинальным и практичным. Это противоречие, на первый взгляд, может сбивать с толку, но на самом деле оно открывает невероятные возможности для личностного роста.
Водолеи могут использовать число 4 как ключ к своей гармонии, развивая в себе качество упорства и решимости. Важно научиться не только мечтать, но и воплощать мечты в реальность, оставаясь верными своим идеалам и не забывая про основы. Кармическая миссия Водолея заключается в том, чтобы служить обществу, быть созидателем, нести идеи и прогресс в мир. Водолеи, согласно кармическим законам, должны учиться не только быть независимыми, но и работать на благо окружающих, находя в этом смысл своей жизни. В их карме часто заложено служение человечеству, раскрытие необычных идей и их внедрение в общественную жизнь. Водолеи, действуя по своей кармической миссии, могут оказывать сильное влияние на окружающий мир, изменяя его к лучшему. Важно помнить, что карма Водолея часто испытывает их на прочность. Часто, прежде чем достичь настоящего успеха, Водолеи сталкиваются с трудными выборами, с переменами в жизни, которые могут быть болезненными, но всегда несут в себе важный урок. Принятие своей миссии и понимание ее значения – вот что помогает Водолеям преодолевать трудности и двигаться дальше, несмотря на все препятствия. Чтобы полностью понять, как Водолей может использовать астрологические знаки для достижения гармонии в своей жизни, важно обратить внимание на металлы, которые связаны с этим знаком. Водолей находится под влиянием алюминия, металла, который символизирует легкость, подвижность и свободу. Алюминий – это металл, который не имеет большой тяжести и не ограничивает пространство, что идеально соответствует духу Водолея. Этот металл помогает ослабить внутренние ограничения, дать свободу движения и поддерживать чувство независимости. Но как и любой металл, алюминий несет в себе противоречия. Он одновременно может быть как стабилизирующим фактором, так и источником нестабильности. Для Водолеев важно научиться использовать алюминий в своей жизни, чтобы быть гибкими и открытыми для изменений, но в то же время не терять себя и свою уникальность. Такой подход поможет Водолеям сбалансировать свободу и ответственность, гармонизировать внутреннюю энергию и добиться успеха в любых начинаниях. Камни, подходящие Водолеям, также играют важную роль в их жизни, поддерживая их энергетический баланс и раскрывая потенциал. Один из самых мощных камней для Водолея – это аметист. Этот камень помогает очищать разум от ненужных эмоций и мыслей, дает ясность и способствует духовному пробуждению. Аметист укрепляет интуицию, повышает способность к саморефлексии и гармонизирует внутренние процессы, что крайне важно для Водолеев, которые часто пребывают в поиске истины и глубоких ответов. Его использование помогает Водолеям сосредоточиться на том, что действительно важно, а не быть унесенными в мир своих мечтаний и иллюзий. Помимо аметиста, стоит обратить внимание на берилл и топаз. Берилл помогает Водолеям быть более дисциплинированными и терпеливыми, а также усиливает их способность воспринимать мир таким, какой он есть, без лишнего драматизма. Этот камень способствует рациональному мышлению, что важно для Водолеев, которые порой бывают склонны к абстрактным размышлениям. Топаз, в свою очередь, укрепляет креативность и интуицию, открывает новые возможности для творчества, дарует энергию и свет. В сочетании с топазом Водолей может достигать значительных успехов в научной деятельности, искусстве и других творческих сферах. Когда речь идет о животных, символизирующих Водолея, стоит отметить два, которые наиболее точно передают его суть – орел и дельфин. Орел – это воплощение свободы и стремления к высотам. Он символизирует способность Водолеев достигать вершин и видеть мир с высоты, представляя не только физическую, но и духовную свободу. Окончательно обретя эту свободу, Водолей может не только осуществить свои мечты, но и подняться выше многих ограничений, созданных обществом и собственной личной борьбой. С другой стороны, дельфин олицетворяет дружелюбие, коммуникабельность и общение. Этот символ особенно близок Водолеям, так как он отражает способность наладить глубокие и честные отношения с окружающими. Дельфин, как и Водолей, легко находит общий язык с людьми и дарит им радость и веселье, несмотря на свою склонность к уединению. Этот знак символизирует баланс между внутренней независимостью и внешним взаимодействием, что является важной характеристикой для Водолея. Цвета, которые особенно подойдут Водолеям, помогают настроиться на нужную волну, укрепляют уверенность в себе и раскрывают внутренний потенциал. Основные цвета, благоприятные для Водолея, это голубой и фиолетовый.
Голубой цвет ассоциируется с чистотой, спокойствием и гармонией. Он помогает водолеям сохранять ясность мышления и эмоциональное равновесие, что особенно важно в моменты, когда их жизнь полна неопределенности. Голубой помогает отгородиться от внешнего шума и сосредоточиться на своих целях и желаниях. Также он способствует выстраиванию гармоничных отношений с окружающими, что особенно важно для водолеев, чьи социальные связи играют важную роль в их жизни. Фиолетовый цвет, в свою очередь, связан с духовным развитием и интуицией. Этот цвет помогает водолеям настроиться на свою внутреннюю энергию и открывает путь для новых откровений и знаний. Фиолетовый также помогает развивать творческий потенциал и воспринимать мир как нечто загадочное и многослойное. Этот цвет способствует личностному росту и пониманию глубинных истин, что особенно актуально для водолеев, которые часто стремятся к поиску высших смыслов и глубоких истин. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение особенностей и характерных черт знака зодиака Водолей. Водолеи могут значительно улучшить свою жизнь с помощью аффирмации. Чтобы раскрыть потенциал этого знака, важно использовать утвердительные высказывания, которые поддерживают их стремление к свободе и успеху. Например, водолеям полезно повторять такие аффирмации: «Мои идеи уникальны и ценны, я открыт для новых возможностей, я свободен и творчески реализую себя». Эти фразы помогут им укрепить веру в свои силы и преодолеть возможные сомнения. Важно не только произносить аффирмации, но и визуализировать их выполнение, представлять, как эти положительные изменения происходят в их жизни. Помимо того, что аффирмации помогают укрепить уверенность в своих силах, важно также практиковать их на протяжении всего дня. Например, в моменты неопределенности или сомнений, можно сделать паузу и повторить для себя: «Я привлекаю успех и гармонию, каждый день я становлюсь лучше и счастливее». Эти простые утверждения помогут водолею настроиться на правильную волну и идти к своей цели. Еще одним важным инструментом для водолея является визуализация. Этот процесс помогает материализовать мысли в реальность, активируя силу воображения и внутренней энергии. Водолеи, как никто другой, обладают развитой интуицией и способностью видеть картину будущего, но важно научиться направлять эту энергию в правильное русло. Практика визуализации поможет водолеям осознать свои цели и действия, которые они должны предпринять для их достижения. Представьте, что перед вами открывается новое будущее, полное ярких возможностей и свободы. Вы стоите на вершине горы и видите перед собой необъятный горизонт. Вы уже чувствуете, как ваше будущее наполняется успехом, счастьем и процветанием. Поставьте себе цель, будь то карьерный рост, финансовое благополучие или гармония в отношениях, и визуализируйте, как она уже становится частью вашей жизни. Практикуйте эту технику регулярно, и вы увидите, как ваша жизнь начнет наполняться тем, что вы для себя наметили. Чтобы достичь здоровья, водолеям важно не забывать о балансе между умственной и физической активностью. Здоровье водолеев напрямую зависит от их способности управлять своими мыслями и эмоциями. Как воздушный знак, водолей склонен к мысленным перегрузкам и переживаниям, что может приводить к нервозности и слабому иммунитету. Чтобы поддерживать физическое и психологическое здоровье, водолеям необходимо уделять внимание не только умственной активности, но и регулярным физическим нагрузкам. Йога, пилатес или плавание – отличные способы, которые помогут водолеям укрепить тело и успокоить ум. Водолеи могут также использовать дыхательные практики для расслабления, такие как медитативное дыхание или глубокие вдохи, чтобы снизить уровень стресса и вернуть внутреннее равновесие. Помимо этого, водолеи должны следить за своим питанием. Правильное питание помогает не только поддерживать тело в хорошей форме, но и способствует ясности мысли. Продукты, богатые антиоксидантами, витамины группы В и магний, особенно полезны для водолеев, так как они поддерживают нервную систему и помогают бороться с напряжением и тревогой. Важно помнить, что для водолеев здоровье – это целый комплекс, включающий физическую активность, эмоциональную гармонию и здоровое питание.
Процветание и богатство для водолея также тесно связано с их способностью находить нестандартные решения. Для водолея путь к финансовому успеху заключается в использовании их уникальной способности мыслить вне рамок. Этот знак – природный новатор, изобретатель и первопроходец. Водолеи часто не следуют общепринятым путям и предпочитают искать новые возможности в совершенно необычных сферах. Умение видеть то, что другие не замечают, дает водолеям шанс создавать инновационные проекты и искать нестандартные способы заработка. Важно, чтобы водолей не боялся идти в новых направлениях, которые могут показаться рискованными или необычными для других. Однако не стоит забывать, что для достижения материального процветания водолеям нужно наладить свою финансовую дисциплину. Быстрое принятие решений – это важно, но умение управлять деньгами, планировать и инвестировать также имеет огромное значение. Водолеи могут столкнуться с искушением тратить деньги на непрактичные идеи, и важно научиться избегать таких ошибок. Кармический закон для водолеев напоминает, что богатство приходит через разумное использование своих талантов и способностей, а также через честность и ответственность в финансовых вопросах. Ритуал для привлечения удачи для водолея: каждый месяц, в день полнолуния, возьмите в руки амулет, который вам особенно дорог. Это может быть камень или металлический предмет, связанный с вами, и произнесите: «Всем, кто нуждается в моих идеях, я приношу свет и успех». Этот ритуал для водолеев направлен на активизацию их внутренней энергии и открытие потоков удачи и благополучия. В полнолуние, когда энергия Луны особенно сильна, водолеи могут использовать свои амулеты или талисманы, чтобы усилить свои намерения. Важно помнить, что амулет – это не просто предмет, это символ силы и удачи, который поможет водолеям сосредоточиться на своих целях. Ритуал включает в себя медитативную практику с визуализацией. Визуализируйте, как свет и энергия вашей уникальной идеи начинают распространяться по всему миру, привлекая нужных людей и возможности. Когда вы произносите слова «Я приношу свет и успех», почувствуйте, как ваша энергия накапливается и наполняет пространство вокруг вас. Этот ритуал помогает водолеям не только привлечь удачу, но и направить свои усилия на выполнение важных задач. Это особая практика, которая помогает в глубоком понимании своих целей и источников силы. Силы, которые могут стать катализатором перемен в их жизни. Ритуал для достижения счастья. Каждый день утром, перед началом дня, возьмите несколько минут, чтобы представить, как вы счастливы и гармоничны. Читайте позитивные мантры, например, «Я открыт миру», и «Мир открыт для меня». Этот ритуал направлен на настройку водолея на позитивный и гармоничный день. Утро – это важный момент, когда мы устанавливаем тон для всего будущего дня. Водолей, как воздушный знак, может быть подвержен сменам настроению окружающего мира, поэтому утренние практики особенно полезны для него. Чтение мантр и медитативные практики могут помочь водолеям очистить ум и настроиться на успех. Мантры могут быть простыми и короткими, но их сила в регулярности. Начните утро с фразы «Я открыт миру», и «Мир открыт для меня», и настройтесь на то, что каждый новый день будет приносить только положительные эмоции. Дополнительным элементом этого ритуала может быть использование аффирмации. Водолеям стоит повторять фразы «Я заслуживаю счастья», «Мой день будет успешным и гармоничным». Визуализируя, как в этот день удача и счастье идут рядом с вами, водолеи могут стать проводниками этих сил в своей жизни. Чем больше вы будете практиковать эти ритуалы, тем быстрее почувствуете, как настроение и внутреннее состояние начинают менять вашу реальность. Для водолеев важно понимать, что они не одиноки на своем пути. Они связаны с энергиями, которые помогают им расти и развиваться. Главное – не терять веру в свою силу и никогда не забывать, что только свобода мысли и действия способны привести к высотам. Водолеи часто чувствуют, что их жизнь и их путь уникальны, но важно помнить, что они не одни. Они являются частью более широкой энергии Вселенной, которая направляет их на правильный путь. Водолеи могут ощущать моменты одиночества, особенно когда идут против течения и следуют своим интуитивным решениям. Однако в такие моменты важно помнить, что кармические законы действуют на всех, и каждый шаг водолея ведет к эволюции и росту, даже если не всегда видно, куда этот путь ведет.
Не стоит бояться трудностей и испытаний, ведь именно они являются ступенями на пути к величию. Водолеи должны верить, что все происходящее в их жизни – это часть их пути. Это уроки, которые они должны пройти, чтобы раскрыть свою силу и достичь успеха. Слушая свой внутренний голос и не поддаваясь сомнениям, водолеи смогут преодолеть любые трудности и выйти на новый уровень развития. Водолеи способны менять мир. Их миссия – это не просто следовать за течением, но и прокладывать новые пути, создавать новые идеи и проекты, которые будут служить людям и улучшать жизнь на планете. Водолей – это не просто знак зодиака, это человек, который приходит в мир, чтобы изменить его. Водолеи рождаются с целью не просто жить, а влиять на окружающих и на события в мире. Это знак, который прокладывает новые дороги, строит новые системы и помогает людям увидеть мир под другим углом. С их помощью могут начинаться настоящие революции, и именно они приводят к прогрессу, который меняет мир. Важно, чтобы водолеи не забывали о своей миссии. Они не должны бояться быть другими и следовать своему пути. Их идеи и проекты могут быть нестандартными, но именно это и делает их важными. Водолеи должны быть уверены, что их мысли и действия могут привести к изменению мира к лучшему. Не бойтесь действовать, потому что именно через ваши идеи вы сможете оставить свой след в истории. Водолеи могут столкнуться с периодами сомнений, но именно эти моменты становятся основой для их величайших достижений. Водолей – знак, который живет в поисках инноваций, вдохновения и новых идей. Эти люди не боятся изменений, но несмотря на это, порой даже они сталкиваются с периодами, когда кажутся потерянными. В такие моменты возникает чувство сомнений, неуверенности и страха перед будущим. Однако именно через эти испытания водолеи проходят к своей истинной силе. Они начинают осознавать, что сомнения – это не враги, а союзники на пути к их величайшей цели. Когда в жизни водолея появляются моменты неуверенности, они способны извлечь из них глубокие уроки. Такие моменты заставляют водолеев переосмыслить свои цели, взглянуть на жизнь с другой стороны и пересмотреть подходы к решению проблем. Эти сомнения становятся катализатором для роста и изменений. Важно помнить, что каждый великий успех требует преодоления внутренних барьеров. И чем больше водолей будет работать над собой, тем ярче будут его достижения. В тот момент, когда они преодолеют свои сомнения, они станут не просто победителями, а истинными мастерами своей судьбы. Если водолей чувствует, что теряет уверенность, полезно обратиться к своему внутреннему центру, интуиции, которая никогда не подведет. В такие моменты можно провести медитацию, настроив свою энергию на спокойствие и концентрацию. И когда сомнения рассеиваются, внутренний свет водолея вновь загорается ярким огнем, готовым зажигать мир. Понимание своих сильных и слабых сторон помогает водолеям стать успешными и счастливыми. Это знание необходимо использовать, чтобы строить свою жизнь в гармонии с окружающим миром. Каждый водолей уникален, и как и у всех знаков зодиака, у него есть свои особенности, как положительные, так и те, над которыми нужно работать. Понимание этих черт – это ключ к успешной жизни. Если водолей понимает, что его внутреннее стремление к свободе и независимости порой приводит к конфликтам с окружающими, это знание помогает находить пути для сглаживания напряженности. Важно понимать, что свобода – это не только право, но и ответственность. Водолеи, осознавая свои сильные стороны, такие как умение мыслить нестандартно, вносить в мир новые идеи, могут использовать это для создания благоприятной атмосферы в своей жизни. Однако слабые стороны водолея, такие как склонность к излишней идеализации и невнимание к подробностям, могут стать препятствием на пути к достижению целей. Здесь на помощь приходят кармические уроки. Знание своих слабых сторон позволяет водолеям минимизировать их влияние на судьбу. Принятие того, что не все будет идеально, и осознание необходимости работать над собой – это путь к гармонии. Один из ключевых принципов гармоничной жизни водолея – это баланс между внутренней свободой и внешними требованиями мира. Когда водолей умеет работать со своими слабостями и эффективно использовать свои сильные стороны, он начинает привлекать успех и счастье. Именно такое самопознание становится основой для гармоничной жизни в обоих мирах, внешнем и внутреннем.
Водолеи, которые умеют работать с этим балансом, становятся настоящими мастерами своего счастья и судьбы. Водолеи – это те, кто может стать вдохновением для других. Их идеи могут изменить мир, и важно помнить, что именно в их уникальности скрыта сила, которая двигает прогресс. Водолеи – это не просто люди, которые ищут что-то новое. Они пионеры, которые создают будущее, формируют новые ценности и взгляды на мир. Важно понимать, что их уникальность не случайна. Это не просто особенность характера, а величайшая сила, которая способна изменить мир. Сила Водолея заключается в его способности видеть вещи, которые еще никто не заметил, и создавать идеи, которые будут востребованы в будущем. Водолеи могут быть гениальными изобретателями, учеными, мыслителями, творцами. Но самое главное – их способность вдохновлять других. Когда Водолей делится своими мыслями и идеями, когда он открывает перед людьми новые горизонты, он помогает другим тоже идти вперед, не бояться перемен и следовать своим мечтам. Его пример – это не просто история об успехе, это история о том, как важно слушать себя, свои идеи и не бояться идти наперекор устоявшимся традициям. Вдохновляя других, Водолеи открывают новые возможности для себя. Иногда это ведет к колоссальному успеху, потому что, помогая другим, они привлекают в свою жизнь не только поддержку, но и новые возможности для роста. Таким образом, Водолеи становятся не только создателями перемен, но и источниками вдохновения для всех, кто их окружает. Это истинное призвание этого знака – быть светом для других. Когда Водолей чувствует, что его уникальные качества признаны, он становится источником силы и энергии, способным привлекать успех и богатство. Каждый Водолей стремится к тому, чтобы его идеи и проекты получили признание. Но признание – это не просто слова, это ощущение, что твои усилия не прошли даром. Когда Водолей чувствует, что его вклад ценится, его уверенность в себе возрастает, и он способен создать невероятные вещи. Именно признание того, что его уникальность востребована, становится важным фактором, который приводит к успеху. Но важно понимать, что признание приходит не сразу. Водолей должен быть готов к тому, что его идеи и действия не всегда будут оценены по достоинству с первого раза. Однако это не должно быть причиной для сомнения или отчаяния. Важнейшая задача – не останавливаться, идти дальше, несмотря на трудности. И когда Водолей получит это признание, он почувствует, как его энергия увеличивается, а вместе с ней приходит и успех. Богатство и успех для Водолея – это не только материальное удовлетворение, но и ощущение, что он создает нечто ценное для общества. Важно помнить, что истинное богатство Водолея – это его способность открывать новые горизонты и двигаться вперед, меняя мир. Именно в этом скрывается их сила, и именно эта сила может привести их к вершинам успеха и процветания. Важно помнить, что для Водолеев самое главное – это свобода и возможности для самовыражения. Для Водолеев свобода – это не просто желанная черта характера, но и необходимое условие для их гармоничного существования. Они стремятся к независимости, к возможности быть собой, не подчиняясь ограничениям и чужим ожиданиям. Водолеи не могут работать в условиях строгих рамок, ограничивающих их творческую и интеллектуальную свободу. Важно понимать, что этот знак не способен долго пребывать в ситуации, где он не может полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому ключевым для них является окружение, которое стимулирует их к развитию, а также возможности, которые позволяют им следовать своим идеям. Тот, кто может дать Водолею пространство для самовыражения и свободы действий, будет вознагражден его преданностью и уникальными результатами работы. Водолеи – это творцы, мечтатели и инноваторы, и для того, чтобы они могли реализоваться в полной мере, важно, чтобы мир вокруг них поддерживал их свободу воли. Следите за тем, чтобы всегда слушать свой внутренний голос и не бояться идти своим путем, даже если он отличается от пути других. Водолеи часто сталкиваются с ситуациями, когда их путь кажется непонятным и даже одиночным. Общество может пытаться давить на них, заставлять следовать общим тенденциям или ожидать от них поведения, соответствующего устоявшимся нормам. Но Водолеи должны помнить, что их истинная сила в умении идти собственным путем. Их интуиция – мощный инструмент, и чем больше они доверяют ей, тем сильнее становятся. Важно не бояться отличаться от других,
потому что именно в этом различии заложена их сила и способность вдохновлять мир на перемены. Иногда путь Водолея может быть одиноким, но именно в одиночестве он находит силу для великих поступков. Когда они решаются идти наперекор обществу, они открывают новые горизонты и становятся источником вдохновения для других. Итак, если вы хотите стать частью этих потрясающих изменений в своем мире, не забывайте, что астрология и кармические законы могут стать вашими верными союзниками. Путь Водолея не всегда бывает легким, но именно астрология и кармические законы могут стать мощными союзниками, которые помогут найти свой правильный путь. Эти знания дают Водолеям глубокое понимание их предназначения и силы, а также указывают на те кармические уроки, которые нужно усвоить для того, чтобы идти к успеху. Когда Водолей осознает, что его путь предначертан, и что все его усилия направлены на исполнение высшего замысла, он начинает двигаться с невероятной энергией и уверенностью. Астрология помогает понять свои сильные и слабые стороны, а карма – это мощный фактор, который показывает, какие задачи стоят перед Водолеем в этом воплощении. Знания этих законов помогают Водолеям избегать ошибок, использовать свои ресурсы на полную мощность и не отклоняться от истинного пути. Вдохновляйтесь, действуйте, и мир откроется для вас в самых ярких красках. Пусть ваши идеи найдут отклик в сердцах других людей и помогут вам двигаться к успеху. Водолеи – это свет в темные времена, вдохновляющий на перемены и движение вперед. Их идеи – это не просто мечты, а реальные планы, которые способны изменять жизнь на уровне глобальных преобразований. Если Водолеи будут действовать смело, не боясь быть новаторскими и необычными, мир откроется перед ними в самых ярких красках. Пусть их стремление к переменам и улучшению будет тем огнем, который зажжет сердца других людей. Вдохновляйтесь теми возможностями, которые открывает для вас этот уникальный путь. Творите, мечтайте и создавайте новое будущее. Не бойтесь быть собой. Водолей, этот мир ждал именно вас, чтобы с вашим приходом началась новая эра. Если вы хотите узнать больше секретов, продолжайте следить за нашим каналом. Мы поделимся с вами еще большим количеством тайн, которые откроют перед вами новые горизонты. Будьте уверены, что только вы держите ключи от своей судьбы. Применяйте знания астрологии, кармы и нумерологии, и мир откроется перед вами. Следуйте своему пути, и мир станет вашим. Если вы хотите продолжать путь к успеху и процветанию с нами, не забудьте подписаться на канал Астрология Мудрости, поставить лайк и оставить комментарий. Если мы наберем 6000 лайков, я выложу ролик о том, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Оставайтесь с нами, продолжение следует.